Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить галету. Это французский открытый тонкий пирог, который сочетает в себе нежную начинку и невероятный хруст. И при этом готовится очень легко. Давайте начинать. Как всегда, следите за руками и поехали! Первым делом мы займемся с приготовлением нашей начинки. Для нее нам понадобится греческую фету. Это традиционный сыр из овечьего молока, иногда с добавлением козьего. Его выдерживают в рассоле, поэтому он получается крошливым, соленым и с легкой кислинкой. Мы разминаем его вилкой, добавляем одно куриное яйцо, чтобы начинка стала связкой и нежной, и немного прованских трав, такие как орегано, розмарин или, как в моем случае, свежий укроп. Соль сюда мы не добавляем, фета уже сама по себе достаточно насыщенная. Теперь займемся картофелем. Нам нужно нарезать его на тонкие слайсики, примерно где-то 2-3 мм. Это очень удобно сделать с помощью вот такой терки под названием мандолины. Но с ней нужно быть очень аккуратным, потому что одно неправильное движение и вы остались без подушки пальцев. Поэтому, если вы будете делать с помощью ней, используйте обязательно защитная вот эта приставка. А если у вас ее нету, то можете то же самое сделать с помощью ножа. Главное, постарайтесь резать тонко и одинаковые ломтики, чтобы они пропеклись равномерно. Для этого вам нужен хороший острый нож. Картофель нужно слегка отварить. Всего 3-4 минуты в кипящей воде, поэтому мы его отправляем в сотейники и на плиту. Пока картофель готовится, мы займемся с луком. В данном рецепте я буду использовать лук-порей. Он очень нежный, у него есть сладковатая нотка, и он не агрессивный совершенно, как обычный репчатый лук. Мы будем использовать только белую часть, и нам нужно нарезать на кольцами. Убираем вот это верхушка и нарезаем на кольцах где-то по полсантиметра, скажем так. Теперь, когда у нас все ингредиенты готовы, мы приступаем к сборке нашей галеты. Здесь вы видите лист обычное магазинное тесто, это многослойное тесто. Единственное, что я сделала, это попыталась его вот так растянуть, чтобы оно стало тоньше. Вот таким образом, чтобы оно было не толстое. Здесь, в середине, мы укладываем нашу начинку из сыра с яйцом. Вот так, приблизительно, как-то в круг красивенький сделаем. Сверху нашей начинки мы отправляем лук-порей. Вот так набрасываем, как душа хочет. Вот таким красивым образом. Когда начнет выпекаться галета, лук присядет и не будет вот такой пышный. Вот так расставили. И сверху нашего лука мы уже будем наряжать наши ломтики, лепестки картошки. Вот таким образом, просто вот так сверху и нахлест. Кстати, картошка, видите, она более мягкая получилась, но при этом она еще не готова. Когда вы ее попробуете, скажем так, она получается как эль денте. Ну, не только спагетти могут быть эль денте. И теперь самый ответственный момент. Вот эти края мы их будем придвигать к центру, но это должно быть хаотично. То есть как ваш художник внутри видит этого все. То есть я беру и вот таким образом все начинаю вот так скручивать. Небрежно. Теперь нам нужно придать нашей галете, нашему тесту такой золотистый румяный цвет. Поэтому мы берем желточек и с помощью кисточки начинаем смазывать наши края. Так они получатся очень-очень аппетитные. Когда мы справились уже с яйцом и смазали наши края, мне кажется, более интересно, более классно будет смотреться, если мы их посыпем с чем-то такое более темное. Я взяла
темный кунжут черный, но если у вас его нету, а есть под рукой, например, мак, замечательно подойдет. Поэтому берем и начинаем вот так посыпать наши края. Это придаст пирогу еще такие, знаете, ноточки красоты. И последний штрих нашей галеты – это твердый сыр. Нам нужно просто слегка натереть сверху нашей картошки. Я взяла свою любимую микроблендик терочку и вот так просто слегка натираю. Это придаст пирогу еще такие золотистые нотки. Наша галета готова. Сейчас отправим на противень и в духовку, предварительно нагретую до 180 градусов. Минут на 20-25, максимум 30. Но все равно зависит от вашей духовки, как долго будете ее выпекать. Об этом не забываем. Ребята, наша галета наконец-то готова. И посмотрите, какой идеальный результат мы получили. А самое главное, она готовится очень быстро. А теперь, как всегда в наших видео, мы попробуем конечный результат. Отрезаем. Очень вкусно, ребята. Лук придал такая сладость, сочность данному пирогу. Поэтому, если вы любите пироги, обязательно сделайте. И я уверена, вам очень понравится. Если вам понравилось сегодняшнее видео, то обязательно ставьте лайки. И если нет, дизлайки. Для нас это очень важно. Подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!